Сегодня мы обсуждаем тему, как всегда, животрепещущую, текущую политическую, я бы так сказал, геополитическую, стратегическую, что происходит на Ближнем Востоке после последних событий. Последнее событие для нас– это, ну, чтобы не спорить по поводу слов, убийство руководителя Хезболла Насраллы и начавшееся вторжение сухопутных специальных сил Израиля в южную часть Ливана. Что может последовать за этим, к чему это привело и вообще как это понимать? Сегодня, как всегда, мы попросим Максима Шевченко рассказать нам, ответить на эти несложные, казалось бы, вопросы. Хотя у меня будет тоже свое мнение по этому поводу. Максим. Ну, тут важно еще разбираться в терминологии, дорогой Эльмар, потому что кто-то называет Хизбаллу группировкой, кто-то называет террористической группировкой. Я считаю, что Хизбалла это единственный, собственно, законный, адекватный представитель одной из древних групп Ливана, шиитов Ливана. Шииты это часть мусульман, которые знают, ну, тем более не азербайджанцам рассказывать, кто такие шииты. Они той же Нашим веры, зрителям, у да, нас той же зрители веры, не Хизбалла только той же шииты. веры, что и значительная часть азербайджанцев, значительная часть иранцев, это шииты 12-ричники, то есть признающие 12 Имам. пречистых имамов, да, значит, с последним имамом, который сокрыт, да, вот мальчик. И они там появились с 7 века христианского летоисчисления, то есть первая гражданская война в халифате, которая возникла после убийства зятя пророка Али за наследство между амиядами Муавией и, значит, Езидом и Хасаном Хусейном, внуками, значит, пророка, она вот привела туда группы последователей Али и имама Хусейна из Йемена. Сами мне, значит, шииты юга Ливана рассказывали, что наши сюда пришли из Йемена. То есть из тех мест, где зарождался ислам. То есть это очень древняя община. Если кто-то считает, что ее создал Иран, это неправильно. Шииты, но и Иран, безусловно, имел отношение к созданию движения Хезболла. Хезболла. До этого шииты были одной из беднейших и угнетенных групп Ливана. И парадокс в том, что когда первые сионистские поселенцы, евреи, стали приезжать на Ближний Восток, то шииты встретили их как раз очень даже с распростертыми объятиями. Потому что они всегда находили с евреями общий язык, поскольку и те были меньшинствами. Ну, евреи жили побогаче, а как бы вот шииты, вытесненные из больших городов, отрезанные от торговли, жили фактически долина Бека, юг Ливана, где сейчас все это проходит, Сайда, Набатия, значит, и Бальбек, очень древний город на юге Ливана. Потом, во время гражданской войны в Ливане в 1975 году, парадоксально, но Амаль, это движение, которое было до Хизбаллы, такое более левое, более марксистское движение, Это помнят уже, по-моему, только журналисты и 1982 год. международники. Да, но оно Вроде вот из меня. него на основе Амаль произошла Хизбалла, получилось. Они воевали с палестинцами, потому что палестинцы были проблемой для Ливана, и палестинцы, бежав из оккупированной Палестины, с территории Израиля, именно заполнили юг Ливана. Я, допустим, когда был в Бейруте, помню там лагерь, значит, недалеко от Дахи, палестинский. И там, значит, везде следы от пуль, снарядов. Говорю, это с кем воевали? Это с Израилем? Говорит, нет, это не с Израилем, это вот с шиитами, Амаль. Потому что палестинцы там, в Ливане и, значит, в Иордании до этого хотели, собственно говоря, получить власть. Палестинское движение, ООП. И оно было серьезной проблемой, потому что оно нарушило баланс Ливана, который строился на вот этом вот равновесии общин. Максимальная, самая большая община сунниты, самая богатая, связанная с Европой, это община христиан, католиков, маронитов, православные христиане, которые, кстати, тоже живут на юге Ливана, и с шиитами православные христиане Ливана всегда имели очень хорошие отношения, потому что они жили буквально в одном и том же месте. Вот сегодня священник там, одной из церквей был убит, значит, израильской бомбой православной церкви. А палестинцы нарушили, естественно, ООП
вот все это и другие партии, это равновесие, и фактически значит, Амаль и Хезболла, когда они только возникли, 82-83 год, они оказались в этой гражданской войне без союзников и защищали свои интересы. Так они стали крепнуть. И когда появился, значит, в Иране произошла иранская революция, и приехал Муктада Садр, такой замечательный человек, который потом был убит в Ливии, и, скорее всего, по приказу Каддафи, потому что он как раз именно обвиняли их в том, Каддафи, что они против палестинцев, против ОУП, которые тогда нашли опору в режиме Каддафи там, и так далее. Этим, кстати, объясняется, что когда Каддафи свергали, и Иран фактически поддержал тех, кто его свергал, потому что они вот это вот убийство Садра, значит, он был основатель Хезболлы. Это был иранский мулла, который там жил, приехал. Это не резидент был какой-то из Ирана присланный, так оказалось. И тут тебе, как азербайджанцу, это понятно. Вступают вот эти религиозные связи, отношения. То есть шиит находит шиита, вы почитаете пречистых имамов, 12 имамов, общая религия. Возникает вопрос. Вы за кем держите таклид, как есть вот у шиитов такое понятие? Тут очень важный момент. Тебе тоже будет понятно. Потому что в шиитском мире есть два центра. Это называется Ахль-Бейт, дом пророка, который один базируется на Кум, иранский, а второй базируется на иракский Неджев и Кербелу. Значит, ну, места, где был убит имам Али, значит, и где был убит, значит, имам Хусейн. На Неджев и на Кербелу это арабский Ахаль-Бейт, который Аятолла Систани возглавляет, ну, род Систани. Это, естественно, сиит, потомок пророка. Кум это, значит, я не назову их иранцами, потому что Рахбар, нынешний духовный лидер, он азербайджанец, как сами иранцы говорят многие. Но, в общем, это Кум, это вот иранский вот этот вот вариант, значит, который возник как религиозный центр при шахе Исмаиле, значит, который, собственно, сделал шиизм фактически государственной религией для этой территории. И вот Хезболла держит таклид за Кумом, хотя это арабы, но я не могу сказать, что это арабы тоже, потому что арабы это такое явление, это потомки финикийцев и частично арабов, пришедших из Йемена, потому что Сайда, Сидон древний, вот эти места, это... Мы сейчас говорим о той части, да, которая называется Палестина, это побережье. Это не Палестина, это Южный Ливан. Это не Палестина, ну, это Южный Ливан. Часть все равно это того не пространства. Это не Палестина. Но там живут не палестинцы. Потому да, что они прекрасно, современные. нет, там люди прекрасно знают, что вот, допустим, Голаны, которые идут по берегу, значит, озера Тивериадского моря и река Литания, к северу от нее живут уже как бы другие. Это не палестинцы. Потому когда мы Палестинцы говорим жили к югу. о финикийцах, надо понимать, что Финикия вообще, она продолжалась дальше на Семиградье, да. Нынешней даже частично От Ашкелона, от Ашкелона, от Газы даже, наверное, вот так эти города финикийские. Поэтому я к тому, что Хезболла это не какое-то возникшее, к чему я это рассказал, возникшее там по чему-то злому умыслу движение. Это, собственно, коренные жители этих мест, которые там жили всегда, которые там жили уже, ну, не знаю, 1,5 тысячелетия практически, да, вот, то есть это шииты, а до этого там они жили и жили и жили еще там во времена Энкиду и Гильгамеша. Так, когда вот я был в Бальбеке... Шумерские времена. Да, вот в этих местах подружились Гильгамеш и Энкиду и убили Хумбабу в горах Ливана. Когда Гильгамеш приехал туда за кедрами, на самом деле. Вот Бальбек, ты когда бываешь в Бальбеке, а я был в Бальбеке как раз вечером, там не было туристов, мэр Бальбека, он учился в Москве когда-то, он открыл этот центр, и мне довелось при свете луны видеть эти огромные блоки там под невероятного веса, которые там оказались. Которые неизвестно кто. Да, которые говорят. И когда туда забросил. Я спросил его, он сейчас считается белым коммунистом, а кто, как это оказалось? Их сейчас невозможно как говорит, сдвинуть. джинны, конечно, которые подчинялись Сулейману, значит, царю Соломону. Вот эта вот как бы война идет именно вот в этом месте. Поэтому, когда Израиль воюет, вам говорят, с Хезболлой, вы должны иметь, что война идет против коренного населения юга Ливана, которое там жило всегда.
до приезда туда евреев из Европы, до приезда туда ашкенази, которые создали и Израиль, польских, украинских, там, российских, австрийских и так далее евреев. Вот до этого они там жили. И, как я сказал, первые сионистские поселенцы, которые, честно говоря, были совсем другие, которые приезжали, я читал мемуары, которые хотели вместе с палестинцами строить общую там родину, создавать школы. И, кстати, многие это делали, потому что это были люди левых взглядов, и они как бы не были националистами. Это позже как бы приходит в мироощущение и мировоззрение. И поэтому эта война имеет, на мой взгляд, особо трагическую такую коннотацию. Потому что сломать коренное население, то, что как бы корнями уходит туда, на мой взгляд, невозможно. Хизбаллу победить невозможно. Ликвидация, потому что это была исключительная военно-разведывательная операция по выявлению местонахождения координационного штаба Хизбаллы в Операция Дахе. израильских Да, спецслужб. операция. Я как могу сказать, что это была... Я не верю, что Израиль в одиночестве это мог провести. Я уверен, что это была совместная израильско-американская операция. Тем более, что у американцев был свой счет Хизбалле, о чем, собственно, сказал президент Байден и вице-президент Камала Харрис. Когда она сказала, Харрис, комментируя эту вот операцию, значит, против руководства Хизбаллы, что Хизбалла, говорит, виновна в смерти сотен американцев. Она просто забыла добавить, что американцы были убиты на территории Ливана. Это, да, Ни история одной операции за пределами пехотинцами. Ливана в отношении американцев Хизбалла никогда не проводила. Это были морские пехотинцы, и что гораздо более существенно, это была вся резидентура ЦРУ по Ближнему Востоку, когда они взорвали общежитие, там здание при посольстве США в 1983 году, 83 год. где погибли 60 координирующих ЦРУшников, которые координировали 200 всю морских пехотинцев. 250 с чем-то и 40 французских легионеров. Я не знаю, были ли они французы, это были бойцы иностранного легиона. Да. Это были оккупанты фактически на территории Ливана. Они находились там не в соответствии с резолюцией ООН в 1983 году. Они туда зашли формально после резни в Сабра и Шатила для того, чтобы как бы разделить там что-то еще. Но, в общем, это было сделано без того, что они спрашивали разрешения у народа Ливана, а можно мы сюда зайдем. Высадились, это была операция, которую провел Рейган, и это были самые большие американские потери со времен Вьетнама, разовые, 250 там, и вот это вот резидентура. Грузовик взорвали, да. Поэтому я понимаю американцев, они как бы не считают тех, кто убивал американских солдат, там, невиновными. Так же, как они не считают американцы Хошимина невиновным, или Нгуэн-Зиапа, или Лезуана, которые руководили гибелью большого количества американских солдат и их союзников во время войны во Вьетнаме. Но и поэтому с чистой совестью они участвовали в этой операции, американцы вместе с Израилем, планируя. Думаю, что велось наблюдение со спутников. Как теперь стало известно, окончательно они вычислили, где находится шейх Хасан Насралла, после того, как он был на похоронах. Он появился на похоронах, и они зафиксировали его движение, а дальше искусственный интеллект, проанализировав, сказал, что это, скорее всего, здесь. Удар этими 83 бомбами тоннами, специальные, которые вкручивались так под землю, специальные бомбы, это американские бомбы, надо понимать, это не Израиль их создал, это бомбы, которые США поставили Израилю. Они как бы уходят на землю. Они и летают на американских на глубину, самолетах. да, 10-15 метров, и там термобарический взрыв. Все, кто там погибли, как об этом пишут и говорят, от удушения. Там были использовали термобарические заряды, которые мгновенно выжгли кислород, и поэтому они погибли от удушения на этой глубине. Вот это был уничтожен целый квартал. Вот эти бомбы, это не один дом, это целый квартал был уничтожен, в котором, значит, находились и жители. Но это война, война есть война. Является ли эта потеря фатальной для Хизбаллы? Здесь такой момент очень важный, на мой взгляд. Дело в том, что шейх Насралла, он был скорее таким общественно-политическим, религиозным лидером.
а не военным руководителем структуры. Там военные тоже понесли достаточно серьезные потери. Но Практически все были уничтожены. старшие. Но тут есть очень важный момент. Эти люди жили реалиями 1982 года и 2006 года, той войны. А поколение, которое поднялось на сирийской войне гражданцев, в которой Хизбалла играла ключевую роль, и могу точно сказать, что если бы не Хизбалла, то Асад бы не устоял. До прихода российской армии в конце 2015 года, значит, в 15 году, в конце 2015 года, назовем вещи своими именами, Хизбалла уже решила ключевые вопросы. То есть ты считаешь, что американцам нельзя прибыть в Ливан и там встать между воюющими сторонами, а Хизбалле, карателям из Хизбаллы можно в Сирии убивать мусульман? Хизбалла была в Сирии по приглашению официального правительства Сирии, президента Асада. И Хизбалла вступилась после того, как ваххабиты уничтожили мазар, могилу Саиды Зайнаб, внучки пророка, которая находится на границе между Ливаном и Сирией. Ты, наверное, знаешь эту историю. Было два внука, Хасан Хусейн внучка госпожа Зайнаб, которая там погибла от голода. Там она похоронена. Это святое место для всех шиитов. Когда эта территория оказалась под контролем оппозиции, тех, кто воевал с президентом, то они просто разрушили, осквернили ее могилу. И для Хизбаллы это было достаточным условием религиозным для вступления в войну. Да, плюс к этому они уже к моменту входа российских войск освободили Хомс, освободили практически Гуту, блокировали Забадани. На севере Сирии были шиитские анклавы. И они я был в 2015 году там и делал репортаж из Забадани как раз там, они внутри блокировали, а они обменивали. Там все было по-человечески между ними. То есть тех, кого они блокировали в Забадане, там были сунниты там, из разных группировок, запрещенных в России в основном. Они их переправили туда, а в ответ на это те позволили из блокированных шиитских кварталов севера Сирии переместиться туда. То есть на самом деле это очень древние тоже такие механизмы войны, которые, на мой взгляд, не велись на уничтожение. Хотя были, конечно, отдельные группировки, которые там резали священникам, монахам головы, казнили людей и так далее. Короче, Хизбалла на сирийской войне поднялось целое поколение. И это поколение сейчас возглавит Хизбаллу. На мой взгляд, проблемы, почему Хизбалла понесла такие потери, это были старые подходы. Я бы сравнил это с тем, как в 1941 году Красной Армией руководили Буденный, Ворошилов, Тимошенко, люди, которые несли в себе опыт гражданской войны. Которая война даже 2006 года, это 18 лет назад. От 41-го отсчитай 18 лет, это 23 год. Я считаю, это вполне допустимая аналогия. В 2006 году вообще была другая война. И не было искусственного интеллекта, не было такого уровня компьютерного оружия, спутниковая группировка, там не было старлинков, да, этих, которые, значит, Илон Маск, которые позволяют оперативно управлять полем боя. Много чего не было. И тогда Израиль, войдя, напоролся на огромное количество засад, из которых израильские танки поджигались фаготами, корнетами, британскими ТОУ, достаточно сильными противотанковыми системами, которых, кстати, нет у Хамас. Но сейчас вообще другая война. И поколение, которое несло в себе победу 83-84 года, когда они заставили Израиль выйти из территории Южного Ливана, победу 2006 года, оно убито и Израилем. И на их место приходят новые командиры. Максим, у меня есть 4 вопроса к тебе. Сейчас, подожди, я закончу мысль, я обязательно отвечу, потому что я не хочу... На самом деле это будет один вопрос. Не хочу никаких панегириков никому петь, я просто считаю, что это трагическая война, что на Ближнем Востоке не должно быть никакой войны. Там могут жить и должны жить те люди, которые считают эту регион своей родиной. Евреи, это шииты, это христиане, сунниты, верующие, неверующие и так далее. И найти общий язык между собой. То, что сейчас происходит, это не путь к завершению конфликта. Это путь к переходу конфликта на новый уровень. Так же, как Израиль сделал выводы из 2006 года,
и тщательно подготовился. 15 лет назад Израиль начал готовить операцию с пейджерами. После 2006 И мы года. еще даже не знаем, какие еще операции он начал Да. готовить 15 лет назад. А Хизбалла, очевидно, почила на лаврах все эти годы. Так же, как Красная Армия 1941 года почила на лаврах от воспоминания там, конных рейдов Буденова и взятия Перекопа, понимаешь ли. И когда столкнулась с Блицкригом, Гудериановским и Клейстом, да, то как бы была в шоке. Но потом пришли те, после тяжелых поражений 1941 года, Рокоссовский, с выбитыми зубами, но, в общем, адекватный вполне. Там другие, понимаете, Да, которые... тоже Жуков. Жуков тот же самый, который получил возможность руководства, там Конев, другие выдающиеся военачальники, Еременко, там, не знаю, Чуйков, герой Сталинграда, которые смогли в том числе перенять частично немецкую тактику, проанализировать ее, и к концу 1942 года вермахт утратил то безусловное оперативно-тактическое, технологическое преимущество, которое у него было. Война – это такой сложный процесс, который не заканчивается ни поражением, ничем. Война по-настоящему заканчивается только каким-то глобальным, либо глобальной катастрофой, либо каким-то мирным соглашением. На мой взгляд, мирное соглашение, если не урегулированы вопросы, дает только передышку. Так же, как после франко-прусской войны 1971 года было понятно, что неизбежна еще одна война. Что Франция не смирится с утратой Эльзаса-Лотарингии. И после Первой мировой Там, было и то же так далее, самое. после Первой мировой войны и тому подобные вещи. И только после полного, тотальной зачистки Европы 1945 года стало ясно, что наступила какая-то возможность мира. Да? Значит, я здесь такой возможности не вижу, что и Израиль может справиться с этим. Я думаю, что даже вот эта вот операция, которую Израиль очень осторожно начал в тот день, когда мы с тобой беседуем, они даже сообщают, зашел частичная операция. Они прекрасно понимают, что военная структура Хизбаллы не только не уничтожена, но даже не повреждена. Тут есть такой нюанс. Я просто этого не понимал. Мне ливанцы рассказали. Вот эти пейджеры, они коснулись не боевых частей. Боевые части пейджерами не были оснащены у Хизбаллы. Они коснулись политических структур и так называемых городских. Вот те, кто следил, там, вот, допустим, шиитский квартал Дахия в Бейруте, да? Если ты вот, ну ты, не знаю, ты, наверное, в Бейруте не бывал, да? В Бейруте не был. Вот ты когда переходишь, там вот шиитский квартал, там суннитский квартал, христианский квартал, там все вот так вот разбито, друзы тут живут, да? Ты везде видишь на углах, ну ты бывал в Неаполе, вот условно говоря, ты видишь Я вот много где бывал. Я бывал в старом в Дамаске, городе, в Иерусалиме, на углах и в везде стоят Аммане, и везде. молодые люди, которые, ты видишь, они постоянно следят за ситуацией, Да. да? Это как бы вот такое, как бы бегунки такие, да, те, кто в поле работает, за разные ситуации, чтобы не торговали наркотиками, чтобы не было там каких-то эксцессов, чтобы не было еще чего-то такое. Вот у них были пейджеры, вот они пострадали. Если ты видишь даже видео взрывов пейджеров, в основном там молодые ребята. А пейджеры взрывались, оказывается, в основном в городах, в Ливане, в Сайде и в Набатии. И, значит, у тех, кто вот координировал вот эти вот городские структуры, но это не боевая организация. Боевая организация Хизбаллы, почти 100-тысячная армия, практически от этой атаки не пострадала. И главное, Израиль, они же тоже не глупые и проанализировали и сделали выводы. Они прекрасно понимают, что их бомбардировки юга Ливана не достигают цели. В основном там разрушаются гражданские объекты. Я не говорю, что это специально делается, хотя, я думаю, исход населения Израилю выгоден, бегство населения с юга для применения более свирепого оружия. Но Хизбалла вгрызлась в землю не на 10, не на 15 метров, а на 50. Причем это скалы. Юг Ливана это скалы, это такие серьезные как бы камни. Поэтому Израиль прекрасно понимает, что добиться победы на поле боя, и с Хамасом-то не до конца получилось, понимаешь, если вообще получилось, с Хизбаллой будет очень тяжело. Военные подразделения Хизбаллы не повреждены. Но что сделал Израиль? И тут надо четко отдать себе в этом отчет. Стратегия генерала Касема Сулеймани, который был убит по приказу Трампа, когда Трамп был президентом,
и который был автором всей стратегии Ирана на Ближнем Востоке, это была стратегия анаконды, постепенного удушения и создания для США и для Израиля. Израиль иранцы рассматривают как части Америки, чтобы ты просто понимал, а не как самостоятельный субъект. Большого пула проблем в разных местах. Ливан, Газа, Сирия, Йемен, везде по периметру. И постепенно эта стратегия работала. И сейчас Израиль этими вот ударами, диверсионно-террористическими актами, убийством Хании, бомбардировкой, значит, порта Худейда, значит, Худейда в Йемене, вот нанесенный авиационный удар, атакой на Хизбаллу, пытается разорвать вот эти кольца анаконды. Это понятная стратегия. И плюс Нетаньяху решает для себя еще очень важный вопрос. Ведь его популярность была крайне низка. Но демонстрируя силу, демонстрируя готовность к жестким силовым действиям по отношению к врагам Израиля, Нетаньяху, безусловно, резко поднимает свой рейтинг и завоевывает популярность среди населения Израиля. Даже его критики, которые выходили на демонстрации в Израиле, не могут выступить против этого, потому что как бы убит и повержен старый противник, который стал символическим для Израиля. На мой взгляд, смерть шейха Насраллы вообще не решает ничего, потому что его место сразу заменил другой сеид из рода пророка, который занял эту духовную позицию. Но в целом это символически очень сильный ход Нетаньяху, и, безусловно, сейчас Израиль владеет инициативой. Плюс информация о том, что Ахмадинеджад, бывший президент Ирана, заявил, что спецслужбами, которые должны были руководить в Иране борьбой против Израиля, руководил агент Моссада. Это не смешное заявление, потому что спецслужбами Великобритании, которые должны были бороться с Советским Союзом, руководил Ким Филби, советский агент. Поэтому это, к сожалению... это тоже было смешно, на самом деле. Ничего смешного в этом нет. Это для просто практика. Да, наверное, нет. Практика достаточно серьезная. Разведка, как известно, один разведчик стоит целой армии. Поэтому мы видим, что Израиль очень серьезно подготовился к этому удару, к этой войне. И готовился к нему долго, тщательно планировал. Максим, в связи с этим. В связи с этим. Несколько тезисов, которые как бы один вопрос. Я возвращаюсь к началу нашей беседы о том, что будет и что и как это понимать. Первое. Израиль. Израиль, как ты относишься к тому тезису, что Израиль действует сейчас, сорвавшись с цепи? То есть он не обращает внимания ни на что. Если его считать как бы частью США, он не обращает внимания на мнение американцев, Европы, ООН и, естественно, всего остального, что есть на свете. Он действует так, как они считают нужным, ни на что не обращая внимания. Я поддержу этот тезис. Да. Второе. И я только его дополню тем, что это действует Нетаньяху. Потому что у него нет выхода. Если Трамп не побеждает, то демократы, которые ненавидят Нетаньяху, даже Камала Харрис, приветствовавшая смерть шейха Насраллы, все равно ненавидят Нетаньяху, и, безусловно, они ему это все припомнят. Значит, не вступая в дискуссию по этому вопросу, хотя здесь тоже есть что добавить, следующий тезис. Уничтожением таким необычным, мягко говоря, Насраллы, а до этого Хании. Это разные совершенно. Подожди. Тем не менее, я выстраиваю цепь. Они уничтожили Ханию в Тегеране, они уничтожили Насраллу. Там еще мягкие, там всякие, мы говорили с тобой об этом, в Дамаске уничтожали несколько генералов Ксира, еще где-то их уничтожали. Они дают сигнал в первую очередь Ирану, что в случае, если вы броситесь на нас, давайте, идите, мы ждем. Мы уничтожим и вашего духовного лидера, и все руководство КСИР, и если надо, все правительство. Мы умеем это делать. Это будет такая война. И Иран немножко затих, между прочим, все это после этого убийства. Я так не считаю. Хорошо, сейчас ты все скажешь. Я потому что вижу, что Хезболла в Ираке, шииты Ирака,
активизировали атаки на американские базы, американцы выводят, это же надо еще в совокупности, американцы выводят свои подразделения из Ирака, фактически передавая его под иранский контроль. Война ведется в нескольких плоскостях. Что значит бросаться? Как Иран бросится на Израиль? А почему он все время грозит, что он бросится на Израиль? Он уже атакует. Израиль атакован ракетами из Йемена. Это иранские ракеты. Ну, прилетела одна ракета из Йемена, неизвестно. Не одна, куда. во-первых. Ну, иранская ракета. Не из Ирана же она прилетела. Он обещает отомстить. Ну, тогда отомстите из Ирана что-нибудь пошлите. Нет, мы из Йемена зачем им привезем это ракету делать? И отправим, которая никуда не попала. Не, секундочку. А из Ирана, во-первых, ракеты тоже запускались и попали по аэродрому демонстративно. Ну да, но это война рухли. между... 1000 полетело, 5 попало в пустыню. Война Негев. между... Но сейчас, Неважно. если это произойдет, Израиль предлагает, давайте, повторите. Ответ будет такой же, как для Насраллы. Мы будем бить потом будем бить по вашим нефтяным терминалам, портам, электростанциям, но сначала мы ударим по тем, кто отдает приказы. И последний пункт, вот я предлагаю, он будет, мне кажется, самый интересный. Тебе не кажется, что сдержанность Ирана, многочисленные гибели руководителей КСИР на уровне генералов свидетельствует о том, что внутри Ирана между башнями идет борьба. И там внутри есть люди, политические руководители, которые хотели бы уничтожить КСИР и покончить вот с этим Ираном, который есть сейчас, немножко сформировать другую страну. И поэтому будут сдавать и таких, как Насралла, и Хезболла, и отвечающих за все это ксировцев. Это же они отвечают за все это. Они гибнут, и гибнут их протеже. Нет, секундочку. Таких, как Насралла, это значит сдать Саида, потомка пророка. Я только не помню по линии имама Хасана. Это лирика. Для кого-то это важно, а для кого-то это не важно. Никакая это не лирика. Потому что помимо шиитов существует Иран и иранский народ, Никакая это не лирика. Сдать. Важно кушать, а не помнить. Никакая не лирика. Сдать потомка пророка Саида. Да их столько сдали. Правильно. Нет, это сдали за это время. Понятно, но мы говорим не про прошлое. Убили внуков пророка. Мы говорим не про... Уморили голодом. И поэтому в месяц Арбаин, и поэтому на Ашуру каждый год друг друга, значит... существовали после этого сотни лет. Не, секунду. Это немножко рассуждение не все так, из 7 века, а сейчас у нас 21. Нет, ничего не из 7. В Иране, безусловно, есть абсолютно светская часть общества, который, как говорится, на это все думает: господи, что вы нам вешаете это средневековье? Ну так, может быть, эта светская часть общества сейчас тихо-тихо и подставляет все структуры диктаторские, которые аятолл поддерживали. В это поверить невозможно. Все, я получил ответ. Я думаю, что полностью власть в Иране находится в руках вилаят факих. И я думаю, что даже либеральная перестройка в Иране, которая происходит санкции духовного лидера и экспертного совета аятолл, куда входят тоже все потомки пророка, как ты сам понимаешь. И, в общем, происходит под их контролем. Средний класс, естественно, накопил за время санкций в Иране огромные деньги, потому что иранцы создали по всему Ближнему Востоку тысячи компаний, через которые как бы эти санкции научились обходить. Но эти деньги тратить никак невозможно. И вот сейчас им дали возможность, и, значит, Пезешкиянам, вот избранием, как бы, вот вам перестройка. Только эта перестройка контролируемая. Отличие от Советского Союза в том, что в политбюро ЦК КПСС только и думали, как бы сдать, понимаешь, Советский Союз. Это марксизм всем уже обрыдал к 90-му году. А в Иране не думают о том. Я не верю, что члены Высшего Совета экспертного думают о том, как бы отказаться от этого, понимаешь ли, шиизма, ислама, таклида и так далее. Почему совсем отказаться? Модернизировать страну. И КСИР... Так они ее модернизируют. Главное препятствие на этом пути. Ты заблуждаешься. Почему? Ты просто... Смотри, Максим, логика такая. Модернизировать страну, не отказавшись от курса внешней агрессии, которую проводит Иран последние 30-40 лет, невозможно. Непосредственными осуществителями этой агрессии является КСИР. Какой агрессии? Агрессия вообще-то на исламский мир оккупирован Западом. Почти все государства исламского мира, кроме Ирана, контролируются Западом. Иран это единственное... Сирия же не контролируется Западом.
Южный Ирак Есть шиитский вопросы, то, не что контролируется сам Западом. Башар как бы вырос в Лондоне, жена у Хуситы него не англичанка. контролируются Западом. Не, секундочку, я говорю про государство. Хезболла не контролируется Западом. Я говорю про государство. Турция, ну, в общем, короче, вот границы бывшего последнего халифата Османской и империи У нас и сейчас Иран. 21 век. Иран какой никогда... халифат? Не, подожди. У тебя королевство крестоносцев 100 лет были. В 1099 взяли, как бы это дело, Святую Землю. В 100 лет прошло, они отдали. Вот Ну, представь будем себе, ты считать, живешь на протяжении этих 100 лет. 200 лет. Я Ты- бы назвал 200. Ты можешь там где-то под 1199 год сказать: слушайте, мы что, будем обсуждать события столетней давности, что ли, когда Балдуин там вошел в Иерусалим, да что нам это обсуждать? На самом деле не такой уж большой период прошел от момента декларации Сайкс-Пико и всех этих разделов исламского мира. Сначала, которые, значит, Британия, Франция осуществили, потом, значит, кстати, покровителем армян были США, как ты знаешь, Вудро Вильсон, не получилось. Энвер Паша. И Россия. Нет, я говорю 18-й год. А. Советская Россия признала Республику Армению только в 21 году. Позже, чем Азербайджан и позже, чем Грузию, как государство. Значит, и создана она была на территории, как известно, западного Азербайджана и Ереванского ханства. Да. Куда с юга и из Турции, из коренной Армении, исторической, как бы в ходе ужасных событий, Да. безусловно, гонимыми турецкой армией пришли, значит, толпы беженцев фактически отступили Турецкая туда, армия и на курдских, территорию в основном Ереванского ханства. курдских Да. отрядов добровольческих. Вот. Но не будем углубляться Да, туда, в эти да. детали. И с тех пор, что изменилось? И элиты, какое государство не назови, они все свою политику формируются, их политика либо в Вашингтоне, либо в Лондоне. Раньше какой-то момент был, когда еще участвовал в этом Москва, Советский Союз, там частично. Ну, так казалось Москве. Хотя, если прочитать внимательно книгу Евгения Максимовича Примакова, Замечательная книжка. да, то там как бы выясняется, что на самом деле это не совсем так, что Москва как бы не диктовала, а У меня с его уговаривала. надписью дарственная есть. Да, скорее уговаривала, понимаешь, много. И вот Иран, в чем смысл иранской революции? Не в том, что мусульмане пришли к власти. У тебя в Саудовской Аравии тоже там жесточайший исламский режим, понимаешь? Головы рубили и камнями забивали до недавнего времени. Женщин камнями забивали, головы рубили на улицах просто там. Казни были такие. Но кто говорит, что это хорошо? при этом Саудовская Аравия ближайший союзник США. Вот как бы вот Израиль это союзник, значит, по сионистской линии. А там, значит, а у нас сейчас, они говорят, есть исламская такая тема. И Иран сбросил ярмо западного господства в 1979 году. В этом был смысл революции. Не только на уровне династии Пехлеви, но и потом вытолкнув за пределы вот этого цивилизационного анклава левое движение. Маджахедин Хальк, Фидаин Да, Хальк, да, да. партию Туде фактически Туде тоже коммунистический. достаточно серьезные были репрессии, скажем так, расстрелы были. Гражданская война фактически Да. была. Маджахедин Хальк, Фидаин Хальк отвечали тем, что взорвали Да. Меджлис, где погибло почти 200 депутатов Ведут Меджлиса. боевую подпольную террористическую до сих Да. пор деятельность. На деньги ЦРУ стали просто организациями, которые финансируют Ну, им все равно, где ЦРУ брать и деньги. Моссад. Главное Да. бороться с хаятоллами. Вот. Поэтому Иран фактически первое исламское государство. Но надо же двигаться дальше по пути модернизации, развития. Народ не может жить идеями 40-летней давности. Безусловно. Но, Я к тому, что но о возможности противостояние такого шиитов сценария. и суннитов древнее, чем многие государства Европы. Но это не значит, что они Когда должны вести возникли, войну. когда убивали Ну, внуков пророка и травили голодом его внучку, в Европе ходили, Максим, понимаешь, там Это Хлодвиг было 1500 лет думал назад, там понимаешь? разрубить чашу или не разрубить Сейчас по не границе. должны воевать обязательно сунниты с шиитами. То есть и интересно, когда американские политики высшего уровня приходят и говорят: Бог, Иисус поставил нас здесь, и руководствуясь духом Библии, мы будем действовать на благо народа Соединенных Штатов. Ты не говоришь им: Говорю. слушайте, как вы можете действовать, исходя Говорю. из того, что было тогда. Говорю. Я считаю это идиотизмом. Можно считать это как угодно, но это факт реальной Ну, политики. факт, да. Ну, Когда это- Нетаньяху выступая, это глупость, ерунда. цитирует Библию, значит, Танах цитирует и Талмуд, и проклятием Амалека говорит: мы уничтожим их детей, их скот, там, их женщин.
проклятием Амалека проклинает палестинцев там, и так далее. Все используют религиозные формулы на Ближнем Востоке. Да. Это семантика Но это не языка. значит, что надо вести непрерывную войну. Мир на Ближнем Востоке может быть только при 3 условиях. Первое, Запад перестанет бороться за Ближний Восток как за свой главный источник формирования финансового превосходства, потому что по-прежнему нефть привязана к золотому стандарту, привязана к доллару. Именно нефтяной рынок Максим, формирует это дорогой все. мой, сейчас Второе. ты знаешь, кто сейчас лидер по добыче и продаже нефти в мире? Соединенные Штаты, 14 миллионов баррелей в день. Им нужен этот Ближний Восток с точки зрения поставок нефти. Как собаки пятая Я тебе говорю не нога. про поставки нефти в США, а про контроль мирового рынка. Это разные вещи. Второй момент. Это, безусловно, стратегические регионы, важнейшие транзиты Важнейший, конечно. между Востоком и Западом. Там Суэцкий канал и все остальное. И третий момент, который, на мой взгляд, главный, это фундаментальная территория монотеистического мира, который оппонирует миру Запада, который не является монотеистическим. Западный мир является языческим, квазихристианским, либеральным, атеистическим, но не монотеистическим. А на Земле есть только одно место, где монотеистическая цивилизация, иудеи, по порядку начнем, христиане и мусульмане, находятся как бы в том месте, где по Тойнби, которого, надеюсь, ты как историк, естественно, знаешь и уважаешь. Вот их цивилизация там возникла. Эта территория цивилизации оккупирована Западом, который создал там, потому что там находятся западные военные базы, войска, государства там созданы Западом. Элиты этой территории поставлены Западом. После этого спор прекращу. Сирия большая страна, которая арабская на самом деле, ей руководят язычники, алавиты, язычники конкретные, и их я бы поддерживает так не утверждал, шиитский. Я бы так не высказывался, я никого как бы не какой в Сирии монотеизм? Я не считаю, что алавиты язычники. Это пусть сами как бы там сами решают, но алавиты, безусловно... Их поддерживает Иран. Ну как? Какие там монотеисты? Вот. По крайней мере, это цивилизация, у которой есть свои очень древние дискуссии, которые, может быть, на западному сознанию кажутся как «1001 ночь». Но какая разница, кто там наследует пророку Мухаммеду? По линии Али или по линии выбранного там, значит, халифа Муавии, там, понимаешь, там, или там какая разница, говорят они. Это для миллиарда мусульман. Для миллиарда мусульман это имеет огромное значение, потому что это имеет отношение к цивилизационному сознанию. Да. Алексей Всеволодович Малашенко, наш выдающийся исламовед, называл это, вслед за Хантингтоном и за Тойнби, цивилизационным базисом. Да. Это тот фундаментальный миф, просто ты считаешь, который лежит в основании. Что все эти народы, которые живут на Ближнем Востоке, они не нации, что это религиозные общины. Нет, я так не считаю. Нет наций египтяне, нет наций саудиты. Конечно, нету. Эти нации выдуманы Западом. Народы есть. А нации это вообще западное явление. Что они руководствуются средневековыми только представлениями. Да не более средневековыми, чем руководствуется французский твой любимый президент Макрон представлениями 18 века. Значит, Руссо, понимаешь? На этот раз я тебя поправлю конкретно. Я Макрона, паразита, ненавижу. И выпью рюмку коньяка, когда он не только перестанет быть президентом, но когда его потащат во французский суд. Вот, собственно говоря, почему ты позволяешь руководствоваться американцам представлениями, значит, конца 18 века, отцов-основателей, а то еще раньше? Где в моем рассуждении... Нет, ты говоришь, руководствуются представлениями. Так эти американцами. Что я сказал все на Земле руководствуются. У тебя выходит китайский лидер, Китай, запускающий на Марс ракеты, и руководствуются представлениями философов, которые жили там столетия до Рождества Христова, Лао Цзы и Чжуан Цзы. Они совпадают, с представлениями китайской нации сейчас. Она построена на этих идеологиях. Не надо. Там нация это чисто конфуцианство создало китайский народ и нацию потом. Нет, нация это Запад.
Нации возникли только в 19 веке. Никаких наций на Земле Как никогда ты не думаешь, было. сейчас вот Си Цзиньпин с тобой согласился бы? Что нет китайской нации? Да, согласился бы. Хорошо. Есть китайская, есть поднебесная, и есть те, кто живет внутри этой поднебесной. Они по-другому это описывают. У них даже иероглифа нет «нация». Это ваши западные штучки. Nation. В основе каждой цивилизации лежит свой миф. В основе западной цивилизации лежит миф Рима, города-государства, описанного блаженным Августином в религиозном контексте. Запад – это всегда Рим, который либо хочет стать Римом, либо борется с этим Римом за там, права, либо плебеев. Они каждая цивилизация на протяжении столетий воспроизводит одну и ту же парадигматический С этим соглашусь, конфликт да. и так далее. Совершенно верно. Монотеистическая цивилизация, она воспроизводит парадигму, которая возникла в глубокой древности. Когда-то, когда иудаизм, потом христианство, потом и ислам, монотеистические религии стали доминирующими, и это сформировали. Это прототип общины. Не религиозной общины, а общины и народа. Если в Коране сказано, мы сотворили вас племенами и народами, и никаких наций, никаких государств, построенных по этническому признаку, в Коране не предусмотрено, то даже если эти государства будут там существовать 100 лет, и эта цивилизация их не примет. Или тогда Коран переписывайте, как американцы хотели несколько лет назад. Ведь и Христос не говорил о нациях, тоже он представлял. Правильно, потому что в единоверцев. монотеизме нет нации. В монотеизме нет государства с бюрократией, созданного по этническому национальному типу. Вот что такое нация. Это чисто европейское явление. Ну да. Это микрорим, воспроизведенный в таком своем, потому что nation это вот Рим, римский Да. народ, Да. который связан с городом-государством. Да. Эту модель воспроизводит Запад всегда и везде, в том числе в Латинской Америке. И даже Организация Объединенных Наций – это чисто западная ложь. Слушай, какая Саудовская Аравия нация? Это королевство абсолютистское. Саудовская Аравия. Построенная по родоплеменному признаку. Какая-то нация. Это же ложь, когда вот они член ООН, потому что это не нация. Ну и иранской нации нет. Я считаю, что иранской нации нет. Есть народ Ирана, который включает в себя представителей разных племенных групп, разных этнических групп. Но нация это западная. Я хочу отказаться от этого западного явления при описании. Я, например, не хочу, чтобы россияне были нацией. Ну не хочу просто, потому что это мы попадаем сразу в оперативное поле совершенно другого понятийного пространства, понимаешь? Мы сразу позволяем, когда мы описываем самих себя чужими терминами, возникшими в чужом историческом контексте, мы и свою почву из-под ног выбиваем у себя, и чужую не приобретаем. Это, на мой взгляд, главная проблема России, если на то пошло. У ислама с этим попроще, потому что там так глубоко уходят эти вот исламские корни, в глубину туда. Пожалуй, с мыслями о России, да, я Да. должен согласиться. Поэтому я считаю, что несмотря на сейчас, вот, возвращаясь к трагедии Ближнего Востока, эта война будет идти еще очень долго. Я не вижу перспектив для ее урегулирования, для военной победы одной из сторон. Если победит Трамп в США, то эскалация войны будет вплоть до того, что по Ирану будет нанесен удар тактическим оружием, ядерным. Американским, например. Здесь не думаю. Что... Американцы, безусловно, под ключ. Слушай, американцы применяют оружие массового поражения, невзирая на лепет. Повода нет, только это... А какой был в Хиросиме и Нагасаки повод? Показать свою мощь. Война Вторая мировая, Да ладно. извини меня. К этому моменту Япония Война. подыхала от голода. Тем не менее, собиралась война была. А тут Это тоже был- войну с терроризмом придумали. Которую Придумали любят же они Соединенные оккупацию Штаты. Ирака под предлогом. Показали белую пробирку с белым порошком. Понимаешь? И сказали вот. И дальше Ирак был Применение приведен в атомного развалины. оружия — это другое. Да, другое. Вот это, пожалуйста, 83 бомбы по 1000. Это, считай, тактическое ядерное оружие. В одну точку 83 значит, тонных бомбы попало. Это уже применение, это мощность адекватная, сравнимая с тактическим ядерным Но зарядом. все-таки это не ядерное оружие, потому что там помимо мощности есть еще... То есть, если есть радиация, радиоактивное излучение, но это- мы типа всем говорим ой-ой, а если сбрасывают 100 тысяч тонн тротила, то мы говорим, нет, это нормально. Так Это не нормально, но это разное оружие. разное. Ну, короче,
я думаю, что внутри Ирана, ты затронул важный момент. Приведет ли это к какому-то конфликту серьезному? Я думаю, в Иране сейчас будет большая чистка. Внутри Ирана? Да, я вижу, что Вот это интересно. по Ахмадинежаду, который представлял достаточно радикальные силы, и который был даже под домашний арест посажен, и его отстранили, он достаточно самостоятельная фигура. Я вижу, что он оживился. Я думаю, что в Иране могут прийти сейчас совсем не либералы к власти. Потому что в последнее время духовная структура и Ирана уравновешивала. Я не скажу, что ксиры это радикалы. Им противостоит не либералы, чтобы ты понимал. Им противостоит армия. И между разведкой КСИР и армейской разведкой есть там конкуренция. Но это везде есть в мире, во всех странах. Есть там, условно говоря, КГБ и ГРУ. Знаменитые их как бы Но эта дискуссии. ситуация не во всех странах Дискуссии, ну, даже в Америке при описании Вьетнамской войны, вот Джеймс Дэвидсон описывает, не Джеймс, а Дональд Дэвидсон, значит, который там был разведкой, занимался оперативной, то же самое. Политическая разведка и военная разведка везде как бы между собой конкуренция. Я полагаю, что в Иране может быть на самом деле и серьезная чистка от изменников и предателей, своего рода 1937 год. И потому что напомню, что в Советском Союзе тоже была оттепель в 20-е и 30-е, а в 1934-м все закончилось с убийства Кирова. И убийство члена Политбюро – это не всегда, как говорится, ослабление. Это может быть и поводом для таких серьезных внутренних перемен, которые могут привести к совершенно обратным результатам. Надо следить за этими процессами, но если кто-то полагает, что Хизбалла сломлена и побеждена, то это крайне серьезная ошибка. Я уверен, что Израиль так не считает, судя по действиям Израиля. На этой мажорной ноте я предлагаю закончить сегодняшнее бурное обсуждение. Тема будет продолжаться. Я уверен, что в ближайшие недели ситуация на Ближнем Востоке будет главной темой, может быть, даже вплоть до выборов американских. Поэтому спасибо огромное Максиму Шевченко. Мы сегодня его немножко раззадорили, но получили фонтан идей, фактов, мнений. Поэтому, Максим, спасибо огромное. Вам спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Это была передача «Точка кипения», которая выходит на канале «Вестник Кавказа». Я Эльмар Гусейнов, ведущий. Максим, спасибо. Да, большое. и мы можем вам только пожелать, как вот любимый поэт Эльмара писал, не умирайте от жажды около фонтана, как писал Франсуа Вийон. От жажды над ручьем. Ну, там «de la fontaine» во французском. Ну, мне нравится перевод Оренбурга. Да. Спасибо, до свидания.